Всем привет! Блок питания для видеонаблюдения. Ну и не только. Блок питания 30-амперный, 12-вольтовый. Есть возможность заказать меньшей мощности. Ну это уже кому как и кому нужно. В одном из видео я показывал вам подобный блок питания, но без функции бесперебойника. Тот вариант блока питания, который работает от сети 220, питает 12-вольтовое оборудование, которое вы к нему подключили. В случае пропадания питания розетки 220, к нему подключен аккумулятор, и он переключает питание потребителей на питание от аккумулятора. По типу такого блок питания у меня работает до сих пор со дня его видеообзора. Ссылку на видеообзор я оставлю. Показывал я вам, как он работает. Автоматическое у него охлаждение есть. Кулер не постоянно задействован, а задействован по мере надобности. Ну, стоит термодатчик, и кулер редко, но включается. Понятно, все зависит от нагрузки. Данный блок 30-амперный заявлено, есть вариант 5, 10, 20 ампер. Соответственно, и стоимость его будет меньше. В металлическом корпусе, как обычно, есть переключатель 115-230 вольт. В общем-то, монтировать можно его и нужно, по идее, в шкаф. Есть резьбовые элементы. То есть он может крепиться на плоскость, на стенку шкафа. Все это будет размещаться в каком-то шкафу для оборудования. Соответственно, и аккумулятор. Мало информации, в общем-то, по этим блокам питания. То, что описано на странице продавца, можете зайти, конечно, ознакомиться. Ссылку я оставляю в описании. Есть защита, встроенная в этом блоке, от низкого заряда аккумулятора. То есть, когда садится аккумулятор и его напряжение меньше 10,5 вольт, блок питания автоматически отрубает потребителей, не дает аккумулятору умереть, усесться полностью в ноль. Небольшая инструкция идет, где, в общем-то, все понятно, хоть и на китайском, но разобраться можно, что куда подключается. Имеются сигнализаторы световые, индикаторы, светодиоды, которые на дверь шкафа, куда-то на панель можно их встраивать, выносить, делать выносную такую световую индикацию. За что здесь все прописано: Green Normal, Green Backup, Yellow But Low. Информация по низкому заряду аккумулятора, по зарядке, идет зарядка или нет. И также есть колодка для сигнализации. Сигнализация также по низкому заряду аккумулятора. Скорее всего, какие-то сигнализаторы можно подключать звуковые. Есть резистор, но резистор залит. Как видно, все отрегулировано и залито, чтобы невозможно было самому подрегулировать. Много вопросов к этому блоку питания возникает, поэтому я показываю, ознакомливаюсь сам с ним первый раз. Давно он у меня лежит, кстати, купил я его уже очень давно на Алиэкспрессе. Ну и, кстати, сейчас люди все больше и больше их покупают, и есть уже отзывы о них. Поэтому также полезно почитать отзывы, что люди пишут в процессе эксплуатации, как они работают. Из нескольких отзывов я прочитал, что человек на 74 ампер-часа подключил к нему аккумулятор емкостью. Работает все это дело без проблем, пишет несколько лет, аккумулятора он не касается, все работает в автомате. Поэтому первый раз его подключаю, буду делать некоторые тесты по возможности, которые смогу. А вы свою информацию, вопросы, кто что думает по этому поводу, оставляйте в комментариях, там же общаемся и приходим к истине. Может, кто уже использует такие блоки питания с аккумуляторами, какие аккумуляторы используете, ну и как это все ведет себя, как показывает в процессе эксплуатации. Также буду рад вашим комментариям. На группу в Telegram подпишитесь по видеонаблюдению, специально создал для общения по теме видеонаблюдения и помощи друг другу. Переходите по ссылке чат в Телеграме. Также имеются колодки для подключения сети 220 вольт, заземления, заряда аккумулятора и выход на нагрузку. Такие вот прижимные клемки, колодки. Работает это все нормально. И индикация, то есть описание, информация вся прописана на наклейке. Информация на наклейке по блоку питания, его модель и характеристики.
По характеристикам зарядного напряжения и тока можно понять, что это не зарядное устройство для аккумуляторов. К чему я веду, что вы должны понимать, полноценной зарядки, глубокой зарядки от этого блока питания, заряжая аккумулятор, мы не получим. Зарядить аккумулятор полностью качественно от этого блока питания не получится. Будет он его подзаряжать, держать в тонусе, но вы должны понимать, что через какое-то время, раз в год, как обычно обслуживаете вы автомобильный аккумулятор, к примеру, вы должны аккумулятор будете снимать и устанавливать на стационарное зарядное для нормальной зарядки. И как для меня сразу явный первый минус, что нету отдельной регулировки по току и напряжению, хотя бы по напряжению на заряд аккумулятора. И отдельно, чтобы была возможность регулировать напряжение на потребителей. Тут, я так понимаю, 13,8 вольт выход на потребителей и 13,8 вольт выход на заряд аккумулятора. Если мы расконсервируем резистор и попробуем им регулировать, то это просто общее напряжение будет регулироваться. Плюс-минус где-то 2,5 вольта, скорее всего от 11,5 по минимуму до, можем поднять где-то до, наверное, 14 вольт по максимуму. Но это будет общее напряжение, отдельно регулировки нету. Подключил провод с розеткой, то есть с вилкой, включил в розетку 220 и включил сеть 220. Индикация есть светодиод здесь, состояние включенности, работоспособности блока питания. И здесь индикаторный зеленый светодиод горит. Давайте померяем напряжение на клеммах, на выходах. Заряд и потребители. Заряд аккумулятора сколько на выходе? 14,06 без нагрузки. И потребители то же самое, как я и говорил, 14 вольт на выходе без нагрузки. Имею аккумулятор 12 вольт 60 ампер час, который заряжен до 11,7 вольта. Подключаю к нему блок питания, ставим его как положено для работы в режиме бесперебойника. Подключил аккумулятор через ваттметр, который нам покажет напряжение и ток, потребляемый при зарядке. Накидываю клемму, минусовую, плюсовая подключена. По напряжению ваттметр немного врет, показывает 13,7 вольта. И по току видим также 2,1 ампера. Блок питания выдает индикацию, красным светит светодиод зарядки, то есть говорит о том, что аккумулятор заряжается. Хочу посмотреть на клеммах на потребителе, какое напряжение при этом. То же самое, просадки нету, около 14,07 вольта. Напряжение на клеммах аккумулятора, тоже 14,05, 14,06 вольта. Блок питания включил я через ваттметр, и в этом процессе, когда блок питания работает без нагрузки, потребителей нету, а нагрузкой выступает просто аккумулятор, в режиме зарядки, опять же, вы видели напряжение на его клеммах, поэтому зарядка идет. Ток, кстати, падает по мере зарядки аккумулятора, сейчас 1,5 ампера, потребление около 30 ватт блока питания. И давайте проверим тот момент, а именно переключение 220 на аккумулятор потребителей. Потребителем выступает у меня мультиметр. По возможности сейчас посмотрим именно эту беспаузность переключения, если это получится. Просто выключаю из розетки блок питания. Видели вы переключение на резерв. Светит сейчас красный светодиод. Напряжение аккумулятора у нас показывает сейчас мультиметр. То же самое примерно напряжение показывает ваттметр, который подключен к аккумулятору. Так переходит переключение на резервное питание. Появилось питание, к примеру, подключаю я, восстановилось питание 220.
Ну, здесь как бы вообще без проблем. Все плавно переключилось. Пошел аккумулятор в заряд. Индикация показывает красным. Индикация показывает зеленым, что идет у нас питание от розетки, от сети. Ну и процесс зарядки аккумулятора также продолжается. Давайте посмотрим, сработает ли защита по низкому заряду аккумулятора. В качестве низкозаряженного аккумулятора буду использовать блок питания с регулировкой напряжения и буду просто уменьшать напряжение. Сымитируем, что аккумулятор у нас разряжается. И как сработает защита, отключит ли аккумулятор. Сейчас блок питания выдает 12,5 вольт. Потребитель показывает у нас также 12,5 вольт. Система работает от резерва. Резерв — это у нас вот блок питания. Уменьшаю напряжение блока питания. 12,4. Видим, здесь напряжение также меняется. 12, 12,1, 11,9. Потребитель пока работает, как видим. 11,3. На 11,2 что-то щелкнуло в блоке. Но потребитель до сих пор питается. 10,9, 10,8, 10,7, 10,6, 10,5, 10,52. Еще работает, потребление есть. Резерв горит. 10,4 потребитель работает. 10,3 потребитель отключился. Видите, вы, пропадает напряжение, то есть остаточное осталось. Но здесь у нас при этом светит, что резерв, но сигнализация низкого заряда еще не сработала. Но потребитель уже отключился при напряжении 10,3 вольта. Еще уменьшаю. 10,1. Ну вот, давайте 10,2. И при этом уже работает сигнализация. Желтый светодиод светит, что аккумулятор сел, низкое напряжение. Ну и потребители отключены. Еще при, видели вы, 10,3 вольта. То есть все это дело работает. Теперь давайте посмотрим, при каком заряде аккумулятора, напряжение на аккумуляторе, восстановится питание резерва. Просто увеличиваю напряжение. 11-12, при 12 что-то также сработал какой-то элемент в блоке питания, но все так же остается 12 вольт, но остается еще и сигнализация, что аккумулятор разряжен. Потребители еще не подключились. На потребителей питание не подается. 12,5, 12,6, 8, 9. И при 13 вольтах, ровно 13 вольтах, восстанавливается у нас потребители, питание подается на потребителей. И вот 13 вольт вы видите. Гаснет сигнализация о слабом заряде аккумулятора и восстановлен резерв. Что внутри, кому интересно, вскрою, покажу. Кулер на разъеме, отключаемый. Крышку можно снимать полностью. Кому элементы рассмотреть нужно более подробно, может, какие-то обозначения, маркировки, можете посмотреть. На сегодня все. Такой вот интересный блок питания. По ссылке переходите, там есть вариант, кому нужен 24 вольта, кажется, 48 вольт. Различный вольтаж тоже в таком вот корпусе. И в различных корпусах с разной мощностью. И также с функцией бесперебойника. Все ссылки в описании к видео. Заходите, кому какой нужен, такой и заказывайте. И обязательно оставляйте свои комментарии по этому поводу. Кто что думает по этим блокам питания. Еще у меня момент так остался открытый вопрос. Можно ли использовать сборку аккумуляторов литиевых 18650, ну вот по типу такого вот аккумулятора. Опять же, я думаю, все можно, но
надо использовать будет промежуточную плату защиты, то есть адекватного заряда данных аккумуляторов литиевых, ну и защиты от перезаряда и от низкого разряда также отдельно, скорее всего, если нету в этой сборке встроенной такой платы защиты, то нужно будет это докупить отдельно и устанавливать. Ну а так я думаю, что идеальный вариант, конечно, использования данного блока с кислотными аккумуляторами, вот по типу которого я вам показывал, обычный автомобильный аккумулятор, идеальный вариант. Ну и, наверное, гелевые аккумуляторы. А литиевые уже с определенной доработкой, но также и использовать будет можно. Вы обязательно пишите в комментариях все, что думаете по этому поводу. Кстати, кому такой аккумулятор вот нужен, 12-вольтовый, 20 тысяч мАч, литиевый, который можно заряжать от 12-вольтового блока питания, уже готовая сборка. Ссылку я также оставлю на этот аккумулятор. Также отличный вариант. Подписывайтесь на канал, в телеграм-канал мой также подпишитесь, там я напрямую с вами связываюсь и общаемся. Чат в телеграме, инстаграм, все ссылки в описании к видео. Всем удачи и до следующих видео.